Итак, переходим к вопросу удержания надолго. Вне зависимости от того, вы совсем решили остановиться на этом весе или на этой форме, да, или вы просто притормозили на какое-то продолжительное время, потому что жизнь случилась. Давайте рассмотрим вообще, что такое успех. Опять же, мы помним, что статистика печальная, и мы должны сделать все, что возможно, чтобы обеспечить себе долгосрочный успех. Самое интересное, что это более чем возможно, но, опять же, да, ключевое, это зависит от привычки. Привычка жить по-новому обеспечивает долгосрочный, постоянный успех. В литературе, в исследованиях, да, которые изучают успешный успех в похудении, есть определенные наметки, но очень размыты критерии того, что такое успешное похудение. И цифры, которые вы сейчас видите на экране, да, в общем-то, они не впечатляют. Они достаточно печальны, но это вот то, что нам говорят исследования на больших популяциях людей, которые худели самыми различными методами, способами, используя какие-то стандартные инструкции, рекомендации. Конечно, это не результат каких-то наиболее эффективной выборки методик, про нее мы дальше поговорим, да, это вот средняя температура по больнице. Просто чтобы вы не думали, что ваш результат может быть недостаточный, слишком мал, что вам очень рано выходить на поддержку, что вы еще не достигли какого-то сверхрезультата. Просто ознакомьтесь, да. Потеря от 5 до 10% веса уже считается успешным похудением, которое еще нужно удержать. Даже если такие цифры расходятся с вашими представлениями об успехе, просто помните, что даже потеря 3-5% веса, вот настолько незначительно, но за счет жира, а это именно то, чем мы с вами занимались, уже значительно улучшает показатели липидного профиля, чувствительности к инсулину, снижает риски развития хронических заболеваний. Опять же, да, мы очень много опираемся на все то, что исследовано в США, в Великобритании, в общем, в других развитых странах, где действительно ожирение превращается в эпидемию, и обезжиривание населения – это не какая-то косметическая черта, это целенаправленная забота о здоровье. И в этом, в общем-то, заинтересованы все, да, государство заинтересовано в продолжительности жизни, в снижении нагрузки на здравоохранение. Работодатель в этом точно так же заинтересован, потому что ожирение все-таки, ожирение равно нездоровье. Ожирение равно сниженная работоспособность. Ожирение равно больше больничных. Поэтому даже настолько незначительная потеря за счет жира, она уже намного улучшает показатели здоровья. Далее, из других исследований. Для людей с ожирением средненормальной считается потеря 7-10% веса в течение полугода, и с удержанием 5-6% от исходной цифры, да, спустя год. То есть откат он уже как бы предусмотрен. Если эти цифры удается удержать спустя 5 лет, то это считается успехом. Алан Арагон. Я думаю, что вам может быть знакомо это имя, фамилия, да, очень известный автор. Очень уважаемый специалист в области нутрициологии, тренинга, похудения, описывает период поддержки, хоть временный, хоть постоянный, как процесс научения самого себя быть в комфорте со своим новым весом, активностью и питанием. После диеты это дается не так просто, но чем дальше, тем лучше выходит. И мы с вами посмотрим еще в пример других людей, мы действительно увидим, что чем больше человек времени провел на поддержке, тем лучше у него получается. Тем сильнее он втягивается в этот образ жизни, и этот образ жизни становится куда более стабильным. Но я хотел бы обратить ваше внимание именно на слово научение самого себя быть в комфорте со своей новой формой, со своей новой жизнью. То есть мы получили новое тело и учимся его эксплуатировать. Несмотря на адаптивный термогенез, несмотря на то, что голод будет все равно преследовать в той или иной степени, а, мы можем сделать себя лучше. Итак, основные проблемы с удержанием результата, да? Снова давайте поговорим, повторим, чтобы мы понимали, с чем придется работать, с чем придется жить. А, Пример, что сделать результат – это все равно, что идти в гору. Типичный пример с восхождением, да, у нас есть какой-нибудь пик, например, это Эльбрус, очень популярно в России, да, многие ставят себе цель, все-таки одна из 7 вершин, самая высокая точка континента и так далее.
И люди всегда готовятся к самому восхождению, то есть к тому, как бы им подняться на вершину. Но очень мало кто думает о том, что потом будет спуск. И на самом деле там тоже есть печальная статистика о людях погибших, и немалое их количество гибнет как раз не при восхождении, они гибнут на спуске, потому что они не рассчитали силы. Там на самом деле не очень печальная статистика, но стабильно кто-то гибнет, кто-то умирает. И вот эта недооценка спуска, она сыграла злую шутку со многими людьми. Ну, даже те, которые выжили, да, но все равно были не готовы к тому, что после вот этого восхождения, которому люди отдают все силы, потом придется спускаться, и это тоже долго, это тоже мучительно, и вроде бы это путь вниз, но ты уже истощен. Вот то же самое с удержанием. Тебя вывели на уровень поддержки, твои калории выросли, ты можешь позволить себе больше еды, она разнообразней, тебе живется сытнее. Это можно сказать, что уклон вниз. Но все равно это процесс, который нужно держать, держать изо всех сил, контролировать, держать себя в руках, не отпускать. И если мы сравниваем с горой, да, у тебя есть базовый лагерь, в который ты идешь. Там твоя палатка, там ты можешь в нее заползти, уснуть, восстановить силы, проснуться и с новыми силами продолжить. В случае удержания результатов после похудения этот процесс бесконечный. Ты будешь идти вниз всегда. Просто будет становиться все легче, легче и легче, но ты не сможешь полностью отпустить этот процесс. Какие у нас в целом направления работы? Да, какие у нас 4 проблемы? Первое. Нарушение сигналов о насыщении. Оно не приходит вовремя. То есть человек, который... Ну, во-первых, да, у человека с ожирением по сравнению с человеком стройным и так нарушены сигналы о насыщении. То есть даже если мы смотрим в исследования, которые изучают переедание и смотрим в стабильно насыщающие продукты, типа тех же самых фруктов и овощей, человек с ожирением может переесть даже их. То есть, казалось бы, все то, что максимально давит на стенки желудка изнутри, все то, что максимально насыщает, нет, сигнал может не приходить до тех пор, пока внутри все не наполнится. И точно так же исследования, которые изучали удержание, а, точнее так, да, сигналы о насыщении у людей, которые, естественно, живут в каком-то весе, пример с той же девочкой в 60 килограмм, и у людей, которые похудели до какого-то веса. Которые похудели, насыщение не наступает или наступает с запозданием. Именно поэтому опираться на них очень опасно. Второе. Повышенный аппетит как проявление естественной тяги к возврату в settling point. Я напомню еще раз, когда мы с вами говорили в первой лекции о сет-поинте, да, ну, первоначально была теория сет-поинта, некая точка, которая задается отчасти наследственностью, отчасти ожирением, которое могло прийти из детства. И вроде бы как мы повзрослели, у нас есть фиксированное количество адипоцитов, жировых клеток. И дальше, если мы пытаемся худеть, они сжимаются, они сокращаются в размере, подают сигнал в мозг о недостатке энергии, и поэтому у нас снижается активность, ну, то, о чем мы говорили, да, и повышается аппетит. И они стремятся вернуться к первоначальному размеру. Но теория сетпоинта, она была такова, что у нас есть такой механизм, как вниз, так и вверх. И вверх он действительно тоже существует. Когда мы начинаем переедать, у нас притупляется аппетит, у нас происходит некоторое увеличение НИТ, то есть больше мы двигаемся. Но у всех людей по-разному, и явно при движении вверх, при переедании, этот механизм работает не так эффективно, как при недоедании, при похудении. Да, и многие из нас с этим уже столкнулись. И тогда уже точка зрения сменилась с set point, с какой-то незыблемой величины, на settling point. Как раз на ту величину, которая может двигаться вверх и вниз, в зависимости от образа жизни, в зависимости от наличия вкусной пищи, в зависимости от того, насколько мы активны и так далее. И когда речь идет о желании откатить назад, пожраться, ну, в общем, вернуться в первоначальное состояние, к примеру, да, очень часто спекулируют на том, что скорость похудения и величина дефицита влияет на риск сорваться. Ну, может быть, отчасти да, потому что тебе голоднее, пока ты худеешь. Но по большому счету у нас волнует именно то, насколько мы похудели, насколько мы отклонились от нашего привычного состояния. И это как можно представить резинку, все знают джампинг, да, когда мы прыгаем в пропасть на резинке, которая привязана к нашим ногам. И чем сильнее, ну или давайте просто представим резинку, да, чем сильнее мы ее растягиваем, тем больше она жаждет отскочить обратно.
И вот то же самое с похудением. Чем сильнее мы худеем от изначальной точки нашего равновесия, тем сильнее нас хочет отбить обратно. Но через определенные действия мы можем скорректировать settling point, вот ту точку, с которой мы прыгали, с которой мы начинали. Таким образом, да, мы оттянули вниз за счет образа жизни, мы ее смещаем ближе, и это напряжение значительно сокращается. И действительно, его можно сократить настолько, что можно достаточно комфортно удерживать результат. Действительно, это бывает. Я дальше расскажу, как. Окружение, которое изобилует легкодоступной, вкусной, высококалорийной пищей. И здесь мы тоже не то чтобы способны что-то с этим сделать, потому что сама наша жизнь такова, что очень много продуктов в свободном доступе, заказ, тебе не нужно ничего делать, еда сама приедет к тебе в дом. Стоимость становится все более и более доступной. Если, опять же, вы помните первые лекции, там, мне кажется, я приводил в пример те же самые США, да, и доля что доля денежных средств семьи, потраченная на пищу, сокращается, то есть уже не нужно экономить, чтобы хватало на еду. В большинстве развитых стран. Даже у нас, да, при наших достаточно скромных доходах, все равно никто не голодает. Просто мы знаем, что есть продукты, которые дороже. Все-таки в рамках физикла вы немало с этим столкнулись, да, белок стоит дорого, растительное стоит дорого, возможно, там ценник повысился. Но если мы говорим о каком-то неосознанном потреблении пищи, то по большому счету это не очень дорого. Опять же, размеры порции растут, соблазны растут, изобилие вкусов и так далее. Поэтому что мы можем сделать здесь, это контролировать окружение, которое вокруг нас. Наличие триггерной еды внутри дома, да, что такое, не ходить в магазин голодными, не ходить на встречи с друзьями голодными, да, или специально, если мы идем голодные, значит, мы голодали для того, чтобы там позволить себе поесть. Опять же, быть осознанными, это означает быть осознанными. Ну и четвертое, снижение нетренировочной активности, снижение бытовой активности, тот самый НИД. И это тоже адаптация, способствующая к возвращению к этому сет-поинту или settling-поинту. Это касается не только людей, страдающих лишним весом долгие годы либо с детства. То же самое можно увидеть на примере соревнующихся бодибилдеров, которые, отсоревновавшись, пускаются во все тяжкие. То есть человек умышленно к соревнованиям снижает свой процент жира до экстремально минимального. И как только соревновательная деятельность заканчивается, вы можете видеть все эти вечеринки, когда они просто едят и не могут остановиться. И там бывает, что на следующий день человек весит на 10 килограмм больше, через 2 дня он весит на 17 килограмм больше. Естественно, большая часть этого – это отек, это не жир. Но и с жиром там сами понимаете, что происходит. Фактически мы из состояния глубокой диеты переходим в состояние оголтелого срыва. Перейдем к такой важной теме, как аппетит и активность. Кевин Холл, как видите, да, известный физиолог, в 2016 году провел исследование, которое показало, что тяга к перееданию в среднем равна плюс 100 калорий сверх нормы на 1 килограмм потерянного. Ну, то есть, если вы потеряли 10 килограмм веса, вам хочется обожраться сверх нормы примерно на 1000 калорий. Постепенно конечно, если вы пошли в срыв, если вы откатываете, у вас все сокращается количество того, что вы потеряли, и точно так же постепенно сокращается аппетит. Не обязательно, что человек именно так и сделает, но такая тяга будет. Если ее измерить, она будет примерно такой. Перекармливание на 50% от уровня поддержки, это сильное перекармливание, снижало потребление пищи на 30% у изначально стройных, но не у похудевших. У стройных был ниже аппетит и чувство насыщения после приема пищи. У похудевших нет. Ну, то есть, да, это опять то, о чем мы говорили. Если человек изначально стройный, у него с регуляцией аппетита более или менее нормально. Когда перекармливание идет на 50%, 30% не компенсирует полностью, да, все то, что он переедает, но, по крайней мере, идет это снижение. Если человек похудел до какой-то цифры, этой отсечки нет. Он будет есть, если не контролирует себя.
Люди с высоким процентом жира, теряя 10% веса, снижают расходы примерно на 400-500 калорий. Из них всего лишь 80, от 80 до 100 калорий за счет базового обмена, ну, то есть это коррелирует с их потерей веса. И 300-400 калорий за счет НИТ, за счет той самой бытовой активности. Как альтернатива, при потере 10% веса снижение обменных процессов составляет 20-25% от исходного уровня поддержки. Это тот вопрос, который озадачивал ученых довольно много, да, почему, теряя 10% веса, мы теряем не 10% в обменных процессах, а 20-25%. Но именно потому, что за счет НИТ, за счет бытовой активности мы очень-очень-очень замедляемся. И данная адаптация наблюдается спустя годы после похудения. По крайней мере, в исследованиях, которые изучали участников шоу Biggest Loser, это когда люди с очень-очень большим ожирением, да, участвуют в реалити-шоу, где их истязают тренировками, диетами, все это происходит под контролем специалистов, теряют огромное количество килограмм, самый похудевший выигрывает, но вот их продолжали наблюдать, и, насколько я помню, спустя 6 лет. То, что я читал в исследованиях, ну, наверное, уже есть и десятилетние отметки. Нужно сказать, что очень большое число из этих людей, они откатили обратно, потому что они не сумели справиться с удержанием того, что они сделали в рамках шоу. Но те, кто сумел удержать, да, они замедлились, у них были как раз те самые метаболические адаптации, и как минимум спустя 6 лет они никуда не делись. Там прям вот вообще ничего не изменилось. Поэтому, к сожалению, есть вот такой тяжкий крест у похудевших. Minnesota Starvation Experiment. Это Энсел Кис в 1944 году провел исследование, которое моделировало концлагерь. Там были люди, добровольцы, американские военные, которых морили голодом. Ну, не тотально совсем голодом, да, то есть это были люди без ожирения, это люди были среднего нормального веса. Они находились в суровом дефиците, теряли примерно 25% от массы тела. Это была отсечка, это была цель исследования, да. Худели они фактически до 4% жира в теле. Ну, то есть это такой процент, с которым бодибилдеры выходят на сцену. Но, в принципе, не живут. Ну, в рамках концлагеря такое, естественно, происходит. Вы все видели в школе, к примеру, эти фотографии. Так вот, их уровень поддержки снижался примерно на 40%. То есть мы видим, да, что может быть там где-то эта адаптация чуть-чуть замедлилась, но все равно, когда обменные процессы снижаются почти в половину, это очень сильно. Таким образом, 25% снизилось за счет потери веса и 15% составила метаболическая адаптация. Несколько иная картина, чем у людей с ожирением, но суть сама по себе та же. Замедляемся мы намного сильнее, чем мы худеем. Опять же, из исследований, да, что происходит, когда мы худеем, если это выражать в цифрах. Почему худеем на 10%, мы теряем 20-25% в общей обменке. Снижается физический расход энергии в течение 24 часов, самая бытовая активность. Повышается активность парасимпатической нервной системы, то, что называется rest and digest, то есть пассивная, отдых, переваривание пищи, расслабленность и так далее. Активность симпатической нервной системы, бей или беги, да, снижается на 40%. Чтобы хорошо проиллюстрировать активную работу симпатической нервной системы, представьте себе очень интенсивную тренировку, еще лучше соревнования. К примеру, да, если кто-то из вас тренировался по боевым видам спорта, и у вас день спаррингов, вам вообще не хочется есть. И после тренировки вам еще долго не хочется есть. И так интенсивный тренинг отбивает аппетит. Но если у тебя еще нервная система, грубо говоря, да, это страшно, это соревнование, это риск, очень сильно отбивает аппетит. То же самое экзамен. Хочется в туалет, хочется опорожнить ЖКТ, совершенно не хочется есть. Вот потом есть желание заесть стресс. Симпатика, активность симпатики сменяется на активность парасимпатики. Так вот, на диете, да, мы начинаем двигаться все меньше, активность симпатической нервной системы снижается. Кстати, углеводы в рационе способны отчасти предотвратить это. Активность парасимпатической нервной системы, которая отвечает за пассивное, да, времяпрепровождение, наоборот, увеличивается за отдых.
Расход энергии в состоянии покоя такой же, либо снижен, термический эффект пищи такой же, НИТ, бытовая активность снижается на 30%, эффективность работы скелетной мускулатуры повышается. Ваши движения начинают тратить меньше энергии, они становятся более эффективными. Это касается и тренировочной активности, и нетренировочной активности. Далее, обратите внимание, гормоны щитовидной железы все снижаются. Это тоже от этого зависит обменные процессы, прежде всего базовый обмен. Гонадотропные гормоны, то есть половые гормоны, снижены, и лептин снижается пропорционально проценту жира. Напомню, что лептин, как раз гормон, вырабатываемый жировой тканью, он и сигнализирует мозгу о том, достаточно у нас энергии или нет, и вот он влияет и на активность, и на аппетит. Давайте перейдем к примерам того, как это успешно удалось преодолеть. Опять же, да, значит ли вот это все то, о чем я сейчас говорил, что мы после похудения обречены на откат? Вовсе нет. Но удержание требует усилий. И в США есть долгосрочные исследования, да, которые объединяют людей, которые успешно снизили вес и удерживают его. National Weight Control Registry. Основной критерий отбора – это потеря минимум 30 фунтов веса, то есть в пересчете на килограммы это 13,5 килограмм, 13,6, и удержание этого результата как минимум в течение года. То есть, казалось бы, ну, не такой уж критерий. Но если мы посмотрим на людей, которые успешно это сделали, успешно удерживают, окажется, что в этом реестре уже есть люди, которые удерживают результат похудения более 10 лет, что у них средняя первоначальная потеря веса была более 30 килограмм, а долгосрочно удерживают они более 20 килограмм потери. И если вы опять же обратите внимание на цифры, то средняя потеря спустя 10 лет была 31,3 килограмма, спустя 5 лет это превратилось, ну, казалось бы, всего лишь, но все равно очень солидная 23,8 килограмм спустя 5 лет, и всего лишь 23,1, то есть минимальная разница спустя 10 лет. Можно сказать, что после первоначальной потери они несколько откатили, не несколько, даже на треть своего результата. Но если они смогли спустя 5 лет удержать свой результат, даже 2/3 от потерянного, то спустя 10 лет они точно так же удерживают те самые 2/3 от потерянного. Более 87% исследуемых сумели удержать потерю веса более 10% от первоначального 10 лет спустя. Основной посыл данного исследования заключается в том, что удержание результатов более чем реально, но требует устойчивого изменения привычек. Какие это привычки? В основе еда с низкой энергетической емкостью, то, о чем мы говорили, да, еда менее калорийная, более объемная. Ну, и опять же, да, вспомним, более энергетически емкая пища, она для нас более вкусна, более привлекательна, на ней легче сорваться. Далее, достаточно однообразная диета, умеренная вариативность, меньше соблазнов. Чем больше у нас выбор, тем больше у нас желание попробовать все, тем больше желания съесть все и сорваться. Третье. Низкая доля фастфуда в рационе. Конечно, естественно, мы сушка на бургерах, но я прошу обратить внимание, что низкая доля фастфуда в рационе не означает полное его исключение. Опять же, что объединяет фастфуд? Высокая энергетическая емкость, ярко выраженный вкус, всегда он достаточно соленый, натрий тоже привлекателен, всегда сочетание жиров и углеводов. То есть все компоненты для того, чтобы повысить риск срыва. Я напомню, что рестриктивные диеты чисто в принципе показывают себя не очень хорошо, в том числе на удержании, поэтому здесь по-прежнему мы преследуем здоровый баланс между тем, чтобы в основе у нас, может быть, на 75-80%, да, 90%, может быть, в отдельные дни целиком были как раз более насыщающие продукты, те, которые преследуют цели по здоровью, и в меньшей степени то, что для души. Если мы в какие-то дни едим очень-очень для души, с этим нет проблемы. Главное, чтобы это не превращалось в неконтролируемый срыв. Еще одно, да, четвертое. У них выходные и праздники очень похожи на будни. Опять же, да, это то, с чего мы начинали. С самого начала мы вам, когда выдавали планку, мы сказали, ребята, мы держим планку все дни недели одинаковую. У нас нет исключения для выходных. Позже мы внедрили отдельные голодные дни для того, чтобы помочь вам худеть, для того, чтобы провалить еще сильнее по калориям.
Но чисто в принципе, с самого начала идея такова, что выходные нужно выровнять с буднями. То есть их выходные, праздники, они были одинаково в целом похожи по своей пищевой унылости на будни. На унылость я здесь опять же беру в кавычки, просто, как это сказать, если они встали на путь, они делают его максимально однообразным. Унификация завтраков посвящена этому же самому, по большому счету. Наработать адекватные привычки, так, чтобы было как можно меньше отвлечений. Далее, преимущественно работали диеты с высоким количеством белка, то, что мы с вами и делаем, большим количеством растительности и относительно малой жирностью. А, Как видите, возле жирности есть слово относительное, то есть по большому счету это не то, чтобы пропаганда высокоуглеводных диет, да, по-прежнему баланс между углеводами и жирами это больше на ваше усмотрение. Но эти люди продолжали питаться обезжиренными продуктами, да, то, что у нас обычно. Ну, зачем есть очень жирное, когда есть маложирное? Может быть, не в ноль обезжиренное, но со сниженной жирностью, да, просто, опять же, снижает калорийную нагрузку. А, Большое количество растительности, растительность у нас причисляется к углеводам. Здесь логика примерно такая. Небольшая отсылка к кетогенным диетам и режимам. Долгосрочное удержание на низкоуглеводных диетах, согласно одному исследованию, успешно удавалось лишь 17% участников, согласно другому лишь 11%. Ну, ребят, как бы, если на низкоуглеводку долгосрочно способны держать или один или два человека из 10, то это, в общем-то, ну, довольно скудный результат. Может быть, кто-то из вас действительно кому-то комфортно, потому что, правда, есть люди, которые на кетообразных диетах, может быть, не кето, просто низкоуглеводных, действительно себя очень комфортно, очень сытно чувствуют и могут держать это долго-долго, и им хорошо. Ну, просто понимаете, да, что это малая доля тех, кто действительно кому это подходит. Именно поэтому я предлагаю рассматривать низкоуглеводные диеты как какое-то временное явление, если вы решили за них взяться. Или потому что состояние здоровья к этому располагает. Да, к примеру, у диабетиков они могут и на углеводных диетах прекрасно сушиться и улучшать показатели. Но низкоуглеводки показывают себя немножко лучше, потому что они себя немного лучше чувствуют. У них быстрее улучшаются показатели здоровья. Ну, по крайней мере, пока человек в состоянии не айс, возможно, ему лучше поддержать низкоуглеводку, да. У нас некоторые люди в рамках проекта вполне себе были на них. Еще в самом начале, да, мы некоторым людям раздали там полные макросы. И углеводы, и жиры, и бывало жиров много, углеводов довольно мало. Но когда мы говорим о долгосрочном удержании результата, возможно, это не оптимальный путь. Далее, что важно отметить, высокий уровень физической активности. 90% из удерживающих вес тренируются примерно 1 час в день. Ну, то есть, можно сказать, что это 7 часов в неделю, это можно размазать по неделе по-разному, просто вот вам информация к сведению. Средняя отчетная дополнительная активность более 2500 калорий в неделю. Даже если мы берем чересчур оптимистичные показатели гаджетов, это тянет минимум на 5 полноценных тренировок в неделю. Самомониторинг. 75% этих людей взвешивались хотя бы один раз в неделю. И опять же, более частые взвешивания ассоциированы с лучшими результатами в удержании веса. Опять же, да, есть мнение про то, что постоянный подсчет калорий провоцирует расстройство пищевого поведения, РПП. Ежедневные взвешивания тоже раздражают, провоцируют те же самые расстройства пищевого поведения, потому что человек видит постоянно, он дрожит над своим весом, над его изменениями, они его огорчают. Я надеюсь, что за время физика вы уже уяснили, что вес это абсолютно не главное, что он постоянно колеблется, и это никак не связано с тем, что вы внезапно зажирели. Это просто там движется вода. Но это позволяет нам ловить тренд. Почему я против редких взвешиваний? К примеру, если вы взвешиваетесь один раз в неделю, кто знает, может быть, вы именно перед этим взвешиванием отекли, и это взвешивание вас расстроит куда сильнее, а до следующего вам еще неделя. Ну, в общем, как-то так. Опять же, анализ иного международного опыта. Да, здесь мы говорили про американцев. Систематический обзор 2020 года, объединяющий 52 исследования
опыта успешно похудевших и удерживающих людей, обобщил данные и по США, и еще по Португалии, Германии, Финляндии и Греции. Обзор насчитал 51 метод, с помощью которого людям удалось сбросить, и это еще раз говорит о том, что любая диета работает, если ее придерживаться. Главное найти ту диету, да, тот режим, с которым комфортно. С другой стороны, успешное удержание реже всего ассоциировалось с рестриктивными диетами. Рестриктивные диеты – это те, которые исключают продукты целыми группами. Успешное долгосрочное удержание чаще всего объединяют следующие черты. Наличие здоровой пищи дома, здоровой, как правило, с низкой энергетической емкостью. Наличие завтрака, ну, для большинства людей это не значит, что нужно возвращать завтрак в рацион, если вы от него отвыкли, если вам некомфортно. Помните, пожалуйста, про хронобиологию и про индивидуальное удобство. Просто в основном эти люди завтракали. И здесь, так как это все-таки относится к обсервационным исследованиям, да, обычно те, кто обязательно завтракают, ассоциируются с более здоровым образом жизни и упорядоченным, а те, кто завтрак пропускают, ассоциируются с теми, кто завтракает кофе и сигаретой и вообще ведет довольно беспорядочный образ жизни. Вообще жизни, не только половой. Наличие стабильного расписания и частоты приемов пищи, да, безусловно, важно, системность. Повышенное количество белка и овощей в рационе, мы про это уже знаем все. Сокращение доли жира и сахара в рационе, читаем как сокращение количества вкусной пищи, да, провоцирующей на переедание. Использование низкожирных продуктов, про это тоже уже сказали. Из поведенческих аспектов. Наличие регулярной физической активности имеет устойчивую корреляцию с успешным удержанием. Нам не обязательно соблюдать каждый аспект, но нам важен тренд. Что работает, а что не работает. Тренд, я думаю, понятен. Давайте перейдем уже больше к конкретике, да, самомониторинг. Вне зависимости от того, какая стоит задача, удержать или самостоятельно продолжить худеть, самомониторинг, он был важен, он остается важен. Вспоминаем до основы физикла, подсчет, ежедневное взвешивание, еженедельное снятие замеров. Интуитивное питание подводит, особенно подводит похудевших, как мы уже проговорили. Я еще люблю аналогию с автомобилем. Очень трудно держать оптимальную скорость, если у вас нет спидометра. Ты можешь ехать слишком быстро и собирать штрафы с камер, да, ты можешь ехать слишком медленно и раздражать участников дорожного движения. В общем, это не оптимально. Трудно планировать расходы, не зная цен и не зная того, сколько ты получаешь, да. Вот самомониторинг, по большому счету, это основа, это наше все. Люди, которые мониторят показатели на постоянной основе, успешнее сбрасывают и долгосрочно удерживают. Подсчет количества съеденного в исследованиях ассоциирован с улучшением и удержанием результата. Отказ от подсчета, наоборот, с набором веса и с потерей достигнутого. Я думаю, что здесь больше, когда люди просто бросают считать, да, и даже не пытаются заменить это на какой-то другой метод. Но все равно подсчет, по-моему, это залог долгосрочного формирования привычек. Спустя время его можно ослаблять, заменять другими методами, но желательно провести с ним подольше. Речь не всегда о подсчете входящих калорий, белков, жиров, углеводов, хотя это наиболее точный и эффективный метод. Варианты типа метода тарелки. Вы видите, тарелка справа изображена, да, это когда, грубо говоря, человек выбирает там, чтобы пол тарелки занимали овощи, белок четверть и какие-то там жиры с углеводами еще четверть. Опять же, да, там есть варианты еще с выбором величины этой тарелки, потому что, опять же, из исследований нам известно, что если тарелка маленькая, человек наедается даже с нее, если она заполнена, да, это уже психологическая фишка. Также бывают варианты оценки типа ладонь белка, кулак овощей, мизинец жиров. Ну, в общем, какие-то такие лайфхаки, которые позволяют примерно оценить и пропорционально сделать здоровые макросы, не подсчитывая, не взвешивая. Я не считаю эти методы идеальными, но это намного лучше, чем ничего. Это все равно какой-никакой самомониторинг, это развитие привычек. Даже при отсутствии весов и подсчета вы можете использовать периодическое голодание, прекрасно работает, да, сокращение пищевого окна, сокращение общего количества входящих калорий и привычка там в голодный период находиться и там работать, активно действовать. ПГ
периодическое голодание, плюс, например, подсчет белка в уме, плюс привычка наедать растительность. И, в общем-то, на этом уже можно двигаться автономно довольно успешно. По крайней мере, сохранять форму. Это вот примерно то, что я делаю в путешествиях. Работает. Работает. Регулярное взвешивание. В идеале ежедневное. Также ассоциированы с удержанием результата. Сокращение частоты взвешиваний с потерей результата. Исследования, изучавшие ежедневное взвешивание с психологическими нарушениями, ну, то есть мы говорим про тот самый стресс из-за частых взвешиваний, негативного влияния не выявил. Ура! Метод красной зоны. Это еще один лайфхак, который убережет вас от отката. Поставьте себе отсечку, пройдя которую вы незамедлительно примете меры по корректировке веса, процента жира, образа жизни, ну, в общем, что-то с этим сделаете. Само собой, да, речь о похудевших, речь не о тем, кто там находится на осознанном массонаборе. Когда у тебя осознанный массонабор, ты можешь ну, допускать, что ты зажиреешь свыше какой-то отметки. Хотя, по большому счету, тот же самый метод красной зоны. Если ты мужчина и твой процент жира там зашел где-то там уже между 16 и 18, если у тебя начали пропадать кубики, если ты видишь, что уже там на боках приросло, это по большому счету та же самая отсечка. Все, пора сделать мини-сушку, все окей. Для женщин, соответственно, примерно так же. Но мы говорим сейчас в основном для худеющих, про худеющих. Пример. Если вы похудели со 100 до 80 килограмм и вернули 1-2 килограмма, мы говорили, что это абсолютно нормально из-за задержки жидкости, из-за повышения количества в рационе. Это абсолютно нормально, да, когда у тебя небольшой там отскок идет обратно. Это всего лишь вес, это не жир. Но если вес упорно ползет вверх, и замеры подтверждают, да, что там расползается талия, например, примите решение, на какой цифре вы примете меры или обратитесь за помощью. К примеру, вы перешагнули отметку 85 килограмм. Все, бьем тревогу, ну не паникуем, но такой, окей, почему я вешу 85? Может быть, вчера было просто очень много соленого, рыба, там, я не знаю, стресс, пиво, роллы. А если нет? Помониторили еще вес, да, если мы перешли эту отметку, то давайте сделаем какой-то цикл мини-сушки. Давайте сделаем это самостоятельно, или снова вернемся в физикал, или обратимся к каким-то коллегам здравым, адекватным, если хочется попробовать что-то другое. Но для того, чтобы не запускать ситуацию, для того, чтобы снова вернуться к своей нормальной, идеальной форме. Что-то подкорректировать и дальше успешно также поддерживать. Мониторинг активности. Использование шагомеров и трекеров активности значительно эту повседневную активность повышает. То есть, когда у нас цифры эти перед глазами, когда мы их регулярно видим, они нас стимулируют двигаться. Вы сами уже прекрасно знаете, когда у тебя есть определенная цель по шагам, ты ищешь поводы подвигаться, ты ищешь поводы пройти пешком между точкой А и Б, какие-то дела сделать и попутно находить шаги. На примере исследования справа есть график. Группа худеющих в течение 5 месяцев использовала диету плюс тренинг, либо диету плюс тренинг и шагомер. Группа с шагомером не только потеряла больше веса, это красная линия, но и удержала результат практически в неизменном виде. В то время как группа без шагомера, во-первых, сделала более скромный результат, так еще и откатила. Причем довольно значительно. Как видите, разница почти в 2 раза спустя 10 месяцев. Суммарно по итогу, спустя 10 месяцев, одни имели вес на 10% ниже первоначального, другие на 5% выше, и он продолжал расти. Ну, на 5% выше, это мы говорим вот про эти. И он продолжал расти. То есть, если мы возьмем отрезок длиною в пару лет, скорее всего, красные точно так же удержат. Да, может быть, они откатят еще килограмм или 2, но будет человек весить 83 килограмма, да, спустя 5 лет он будет весить те же самые 83 килограмма. Те, кто у нас обозначен синим пунктиром, что с ними будет через пару лет, они просто вернутся к своей первоначальной цифре или еще сильнее зажиреют и будут по этому поводу очень несчастливы. Физическая активность и удержание. Справа роль тренировочной активности в удержании результата и тоже график. Группа с тренировочной активностью в 2500 калорий в неделю
После 6 недель похудения на 30-й неделе сохранял достигнутые результаты. То есть вот 6 недель люди худели. Зеленое обозначение – это траты 1000 калорий в неделю за счет тренировочной активности. Синяя линия – 2500 калорий тренировочной активности. Видно, что эти похудели немножечко сильнее. И дальше они успешно удерживали. Точно так же несколько откатили, но совершенно никакого сравнения с теми, у кого активность ниже. Группа с тренировочной активностью в 1000 калорий в неделю откатила к первоначальному весу. Да, я, кстати говоря, не обратил ваше внимание. Синяя линия, посмотрите, где начинается. Эти люди начинали с куда более тяжелого веса. Вот. У зеленых было ниже. Фактически зеленые вернулись к своему первоначальному состоянию в течение 30 месяцев. Ну, то есть 2,5 года. Что у нас происходит с синими? За полгода эффективно похудели. Еще спустя 2 года у них примерно тоже тот же самый результат. Прекрасно. Известно, что после окончания исследования участники, снизившие активность, также теряли достигнутый результат. Продолжающие поддерживать активность, этот результат сохраняли. Что бы я вам еще хотел сказать? Просто помните, что когда не так-то просто набить тренировками 2500 калорий в неделю. То есть трата 500 калорий на тренировке – это уже свидетельство как минимум среднего тренировочного уровня. Это свидетельство, что человек действительно интенсивно тренит раз 5 в неделю. Поэтому, если вы встали на этот путь удержания, прогрессируйте в ваших тренировках. Кто был в нашем ИПТ, тот уже знает, что мы требуем от людей прогрессии. Мы требуем оттачивать технику, естественно, это база, но дальше прогрессировать в весах, прогрессировать в объеме, быть способным выполнить больший объем работы. Это, во-первых, эффективно, когда видно, что человек тренируется, меняется его форма, а во-вторых, вот речь о тех самых тратах. Хотя, естественно, это может быть сделано и за счет кардио, безусловно. Связь активности и аппетита. Вот здесь, пожалуй, самое интересное, и я надеюсь, что это очень многое расставит по местам в смысле понимания. Опять же, да, обращайте внимание на график, пока я вам рассказываю. Низкая активность не снижает аппетит, а даже наоборот, его повышает. То есть самые пассивные люди имеют аппетит повышенный и не очень хорошо наедаются. Эти люди с наименьшей активностью потребляют больше, и почти наверняка это ожирение. Малая активность, и вот на графике чуть-чуть ближе к середине, минимальный аппетит – это, как правило, нормальный индекс массы тела, нормальный вес, но это skinny fat. То есть это очень пассивное существование. Мало едим, мало движемся, имеем очень невыраженную фигуру. Ну и, скорее всего, что-то лишнее, и там со временем все равно что-то наберется, что будет скорее портить внешний вид, ну, чем являться настоящим ожирением. Высокая активность, нормальный аппетит сообразно затратам и высокое чувство насыщения. Ожирение очень редко. Обратите внимание, да, чем сильнее нарастает активность, тем сильнее растет аппетит. Прикол здесь в том, вот обратите внимание, да, средняя работа, тяжелая работа и очень тяжелая работа. Ну, физический труд. Когда у нас большие затраты, очень большая активность, естественно, мы будем есть больше, чтобы погасить эти затраты. Но наш аппетит абсолютно сообразен этой активности. То есть мы больше двигаемся, больше едим, но наш аппетит в порядке, чувство насыщения в порядке. Там есть люди с очень высокой активностью, которые потребляют очень много. Но, как правило, если мы возьмем спорт, да, то это будут марафонцы. Люди, которые очень и очень много, или кто готовится к триатлонам, к айронменам, когда у них есть и бег, и вело, у них огромные траты, им приходится много есть, чтобы возмещать эти траты энергии. Но кто из них с ожирением? Никто. То же самое курьеры, люди физического труда, активного физического труда, там ожирения очень-очень мало. Уяснив эту информацию, мы переходим к концепции Energy Flux, энергетический поток. Можем ли мы удерживать результат без контроля и ограничения входящих? То есть, каким образом бы сделать так, чтобы мы могли не считать каждую входящую калорию? По пунктам. Человеку похудевшему почти наверняка будет голодно. Мы это уже знаем.
Скорее всего, и голодно, и устало, и лениво. Это проявление адаптивного термогенеза, то есть снижение бытовой активности и рост аппетита. Второе, то, что мы знаем. Удержание результата происходит тогда, когда входящие калории, то, что мы съедаем, равны затрачиваемым калориям, то, что мы тратим. Это может быть мало еды и мало активности, и мы в балансе, либо много еды и много активности, и мы тоже в балансе. Одно исследование гласит, что вариант «мало ем плюс мало двигаюсь» даже у людей естественно нормального веса на трехлетнем промежутке все равно приводит к увеличению веса и увеличению количества жира. Потому что все-таки мало двигаюсь, потому что все-таки нарушение аппетита и насыщения. Мы люди как вид, мы не предназначены для абсолютно пассивного существования. А наша текущая жизнь, да, нам кажется, что мы живем нормально, мы достаточно активны, но все равно это достаточно пассивное существование. Даже в случае высокой активности тебе никогда не удастся есть что угодно, сколько угодно. Ты не можешь за счет тренинга, за счет активности перекрыть хреновую диету. Все-таки вкусная пища, она победит. Обжорство победит, как бы ты ни старался. Просто на каком-то этапе, на какой-то отсечке, при очень высоких физических затратах, да, ты будешь входить в перетренированность, ты будешь недовосстанавливаться, а аппетит, он снижаться от этого не будет, он будет только повышаться. Но в случае высокой активности, более или менее контролируя то, что ты съедаешь, да, подходя разумно, ты сможешь регулировать аппетит. Даже если ты, естественно, и если ты похудел, и если ты, естественно, живешь в этом весе. С насыщением будет порядок. Активность, она действительно выручает. Мы можем добиться активности, при которой входящий колораж будет равен тратам и при этом позволит перекрывать запросы, аппетит. Но это действительно очень активный образ жизни. С большой долей вероятности это сочетание ежедневного тренинга и высокой бытовой активности. Одним тренингом это не вытянуть. Через очень высокую бытовую активность возможно, если вести крайне активный образ жизни и трудиться физически. Еще раз, что я хочу сказать. Если мы очень-очень-очень-очень активны, это подавляет наш аппетит. Если мы очень-очень-очень активны, еда, которую мы съедаем для того, чтобы покрыть нашу активность, она будет очень хорошо насыщать. И есть такая точка, когда мы можем развить активность настолько, что даже если мы едим интуитивно ничего не считаем, мы будем наедаться, мы не будем жреть. И это подсчитано. Это можно выразить в цифрах. Хотя суть это в том, чтобы в итоге однажды уйти от цифр. Опять же, даже если мы считаем, нам имеет смысл развить такую активность для того, чтобы нас не истязал голод. Потому что бороться с голодом бесконечно – это очень трудно. Развить активность, устроить себе активный образ жизни проще, чем постоянно бороться с чувством голода. Чувство голода мы однажды проиграем. Дополнительный бонус – метаболическая гибкость. При достижении целевых значений активности утилизация глюкозы будет на уровне даже при повышенном проценте жира и даже при существующих метаболических нарушениях. Я предлагаю вам вспомнить снова главу про тренинг, про влияние силового тренинга, про то, что глюкоза после него усваивается намного лучше, и это действует в течение суток. И, грубо говоря, да, если человек не тренируется и имеет метаболические нарушения, ему нужно там где-то избегать углеводов, где-то быть более избирательным к качеству пищи, возможно, переносить приемы пищи на утро. Если он тренируется, эти требования значительно снижаются. После тренировки он может себе позволить больше. Если тренировка ежедневная, в том числе хронобиология, да, помните про еду на ночь, которая может вызывать метаболические нарушения, потому что там выработка мелатонина перед сном и так далее. Вот тренинг, интенсивный тренинг, он позволяет эти штуки скорректировать и победить. В исследовании, вот в этом, которое посвящено этой теме, был введен индекс Energy Flux, того самого энергетического потока, относительно состояния покоя. Здесь состояние покоя измеряется не как базовый обмен, а как траты в состоянии покоя. Это базовый обмен плюс термический эффект пищи. Resting Energy Expenditure. Я дам вам возможность найти эту формулу и посчитать для себя, при котором активность в достаточной степени подавляет аппетит и позволяет эффективно удерживать вес. Этот индекс составляет ваш
Resting Energy Expenditure, то есть ваши траты состояния покоя, умноженное на 1,7, 1,8. То есть, если ты потребляешь 2500 калорий, твой обмен в состоянии покоя равен 1500, то твой индекс Energy Flux 1,67. Он немножечко не дотягивает. Ну, то есть, предположим, да, что это вот твоя планка 2500, и ты ешь 2500, естественно, твой вес не увеличивается, но тебе будет немножечко голодно, у тебя все равно будет желание, по крайней мере, время от времени нахамить и переесть, потому что активности достаточно. Достаточной активностью будет промежуток где-то между 2550 и 2700. Ну, лучше, наверное, смотреть на верхний край. И если ты разовьешь такую активность, чтобы твоя поддержка была где-то на 2600-2700, твое чувство голода сравняется, и тебе станет легко держать твою планку. И, возможно, сохраняя такую активность, ты потом сможешь отойти от подсчета, опять же, разумно достаточно выбирая продукты, и без подсчета ты будешь держать свою форму. Таким образом, чтобы комфортно поддерживать достигнутый результат, тебе нужно разогнать активность так, чтобы 2700 был твоим уровнем поддержки. Ну, я предлагаю всегда смотреть на верхнюю границу этого расчета. Посмотрите внимательно, на экране есть достаточно простая ссылка, ее несложно набрать, и там вы увидите такое окно. Здесь сейчас расчет примерно для меня. На тот момент, когда я его писал, во мне было 12% жира, сейчас поменьше, но это мало что меняет. Resting Energy Expenditure – затраты энергии в состоянии покоя. Практически то же самое, что и базовый обмен, но замеряется в менее строгих условиях и включает в себя термический эффект пищи. Обычно считается как базовый обмен плюс 10%. По этой ссылке есть калькулятор, который позволяет сразу считать RDE – Resting Energy Expenditure. Вот обратите внимание, Mifflin считает BMR, Кейдж Маккардл считает RDE. Вот нам нужна именно она. И эта формула в своих расчетах использует процент жира. То есть мы берем эту цифру. Вот обратите внимание, да, когда я ввел в эту формулу, учитывая мой процент жира, свои данные, получилось, что мой базовый обмен, не базовый обмен, здесь должно быть RDE на самом деле, просто у них в калькуляторе вот эти вот буквы BMR не меняются. Мой RDE равен 2366 калорий в день. То есть это вот мои затраты в состоянии покоя. Я сплю и перевариваю пищу. Если эта цифра умножается на 1,7-1,8, получается оптимум, позволяющий комфортно удерживать вес и контролировать аппетит. Если мы посмотрим сюда, то здесь, в принципе, чтобы попасть в эти цифры, нужно смотреть на intense exercise 6-7 times a week. Ну, посмотрите, да, как бьются разные понятия. Он показывает примерный колораж для людей, которые тренируются 6-7 раз в неделю. Это как раз мой случай, я тренируюсь от 5 до 7 раз в неделю. Я стараюсь нахаживать ежедневно 10 тысяч калорий, когда-то это 10 тысяч шагов, иногда бывает 7500, иногда бывает 15 тысяч. Таким образом, в моем расчете, здесь пока смотрите на самый нижний, вот при моем расчете умноженном на 1,7, 1,8 мы получаем промежуток между 4000 и 4250 калорий. То есть если я питаюсь, я продолжаю считать, да, это мой образ жизни, но если я двигаюсь на 4000 калорий и ем на 4000 калорий, у меня с аппетитом полный порядок. Но я их поддерживаю на 10 и более тысячах шагов, и на 5-7 тренировках в неделю. Поэтому я вам всем рекомендую пройти по этой ссылке, вбить ее руками, сделать расчет, умножить то, что получится, на 1,7, 1,8 и понять, насколько бы вам развить вашу активность, чтобы вы действительно могли поддерживать свой вес и аппетит в балансе. Ну или посмотреть на предпоследнюю строчку, они примерно будут сочетаться. То есть тут у меня 4081, это как раз где-то между 4000 и 4250. То есть если я двигаюсь немножечко даже побольше, регуляция даже получше. Что мы получаем? Метаболическая гибкость, высокая активность равно метаболические преимущества. Мы одинаково эффективно используем различные источники энергии, даже если все еще имеем метаболические нарушения.
Второе. Эффективная регуляция аппетита. В исследовании участники с индексом Energy Flux 1,8 вполне успешно контролировали аппетит и не переедали при питании ad libitum. Я напомню, ad libitum – это когда ешь столько, сколько хочешь, по внутреннему желанию. В то время как участники с индексом Energy Flux 1,3, то есть ведущие пассивный образ жизни, при том же режиме питания ешь сколько хочешь, превышали свой уровень поддержки на 17,5%. То есть переедание практически на 20% от уровня поддержки приводит к чему? В итоге оно неизбежно приводит к ожирению или в нашем случае к откату. За счет чего мы достигаем повышения расходов? В меньшей степени это будет тренинг. Тренируемся чаще, соблюдаем принцип Progressive Overload для любого вида активности. Если ты не прогрессируешь, то ловишь адаптацию и начинаешь тратить меньше. Опять же, да, что я хочу сказать. Когда мы тренируемся, мы постепенно приращиваем количество мышечной ткани. Мышечная ткань не затратна в состоянии покоя, но затратна при тренинге, при активности, просто, да. И таким образом мы наращиваем наши траты. Это все работает на нас. Чем более мы продвинуты в тренинге, тем больше мы можем потратить на тренировки, и от большего количества работы мы можем эффективно восстановиться. И это тоже долгосрочный процесс, долгосрочная работа по совершенствованию себя, по созданию вообще возможности работать на таком уровне, по способности вывозить такой образ жизни, такой объем работы. Также, естественно, мы достигаем повышения расходов за счет НИД, используем шагомер, привыкаем ходить больше, ходить по любому поводу, ищем поводы проходить пешком те расстояния, которые раньше проезжали, и вводим это в привычку.